Привет, дорогие друзья! В последнее время перед многими ретро-энтузиастами встает вот какая дилемма. Использовать ли виртуальные машины, либо покупать железо вот такое вот старенькое, хрюпенькое, что-то полурабочее, что-то вообще не рабочее, и чинить это все дело. Так вот, такой вопрос возникает. И вообще для чего все это нужно? Вот. И на самом деле вопрос очень емкий. И хотелось бы вот его как раз таки обсудить. Ну, как-то сжато более-менее, ну, по всем основным пунктам. Итак, если говорить кратко, нужно ли покупать вот такие старые ретро-машинки в 2025 году и далее, ну, я считаю, что нет. Я считаю, что нет. И вот, собственно говоря, почему такие машинки покупать смысла нет. Потому что довольно много возможностей виртуализации уже есть. Допустим, VirtualBox, ну, многие знают, все используют практически, да, его. Хотя я считаю, что VMware в случае работы с графикой, что очень важно для игр, гораздо лучше. Ну, не только я считаю, по факту это так. Вот. Потом 86Box. Очень классно подходит для ретро-игр. Прям отлично подходит. И я считаю, что это прям хорошая замена. То есть можно играть и фактически даже получать очень похожую графику, очень похожий именно отклик в играх, да, который был в те годы. Ну, то есть не идеальный такой, да, но как бы ближе к тем условиям тех лет. Даже видеокарты можно по факту эмулировать уже тех лет. Так что 86Box и подобные им эмуляторы позволяют уже полностью виртуализировать именно железо. И по факту нет особенной ценности в таких машинках. Более того, что очень важно, если вы не хотите идти путем виртуальных машин, а хотите все-таки реальное железо, чтобы правильно пощупать его, установить старые игры, потому что эти компьютеры имеют свой прикол в том плане, что они обычно не подключены к интернету, они полностью офлайн, и можно сфокусироваться на игре, и это круто. А виртуальная машина зачастую, ну, так или иначе, вы отвлекаетесь на сам компьютер, на самую основную операционную систему, на уведомления и прочее. Так вот, если говорить про компьютеры тех лет, то есть это нулевые, да, то я бы все-таки покупал компьютеры 2007-2010 годов. Почему? Потому что был Core 2 Duo, уже процессор в те годы, и поэтому как бы даже игры, которые были сделаны под XP 2000, они идут гораздо лучше. Ну, то есть уже просто компьютеры были лучше приспособлены к игрушкам даже начала нулевых, они прям отлично шли. Эти же компьютеры 2005, 2005 это, 2004 это, насколько я понимаю. То есть, в принципе, одной эпохи. И у них на самом деле, ну, так как ноутбуки, а ноутбуки тех лет были не идеальные, то у них экраны не очень хорошие. То есть LCD-матрица тех лет такая себе вот. Во-вторых, ну, различные решения тех лет, все вот эти хэтчи, да, вот эти вверху. То есть, ну, такое себе все сделанное. Хотя, в принципе, оно выглядит так массивно и прикольно, но оно и шумит, и греется, и как бы, ну, такое себе решение. Так вот, Core 2 Duo машинки прям они, я думаю, оптимальны для ретро-игр тех лет, начала нулевых. А если же говорить про игры 90-х, то на этих ретро-машинках не очень хорошо идут игры 90-х по той простой причине, что здесь уже стоит 2000 и XP, то есть ну, другие операционные системы. А для ретро-игр 90-х нужна 98-я, 95-я, и иногда даже DOS. Вот. Ну, в принципе, все это можно сюда поставить в какой-то степени. Ну, что-то с драйверами проблемы и прочее. Ну, они не предназначены для 98-й винды, иначе говоря. Далее, что важно учитывать. Компьютеры тех лет имеют, ну, определенное железо, естественно. И в большинстве случаев у них летят CD-ромы. То есть, ну, тут начало работает, нормально все, да? Хотя читает уже лазер довольно плохо. А на этом я вообще вытащил полностью CD-ром и выкинул его, потому что он перестал работать. Вот. Тут DVD, CD-ромы, конечно, есть, но они, видите, уже плохого качества. То есть, они уже летят сами по себе. То есть, железо уже выходит из строя. Батарейки, понятно, первым делом это расходник, уже ничего не работает толком. Вот. BIOS батарейка тоже обычно нужно менять. Иными словами, с ними нужно еще и покопаться. То есть вы будете тратить время, по сути, ну, бессмысленно, потому что мне как блогеру прикольно снимать какие-то обзоры на такой хлам, да, ну а вам, наверное, возиться с ними не захочется, потому что, ну, как бы, ну а что дальше? Стоимость этих машинок там по 2-3 тысячи рублей, максимум, что из них можно выжить, поэтому, да, дешево, но с другой стороны, вы получаете как бы не особо-то много за эти деньги. Далее, если мы говорим про установку каких-нибудь старых операционных систем, ну или старых, либо Linux, скажем, ну вот, допустим, Q4OS, хочу попробовать поставить на него и узнать, насколько она хорошо работает. Ну, на самом деле, я уже попробовал несколько разных операционных сюда запустить, даже просто загрузиться. Вот. И Хайку не работает, допустим. Знаете, Хайка, я даже снимал обзор на эту операционку, это типа современная реализация BIOS, то есть продолжатель дела BIOS. Так вот, Хайку, она нормально не работает, она даже не загружается. По той простой причине, что процессоры не поддерживают PAE инструкции. Вот. И, ну, то есть, получается так, что, вернее, вот
Samsung по 28 он вроде как поддерживает, если заставить его, вот, там специально прописать нужно, но по факту оно толком не работает. Или работает очень медленно. То есть либо не загружается, либо не работает вообще. То есть Linux, даже если берем очень слабенький, прям совсем слабенький, не работает толком. Ну, только, может быть, Linux тех лет, но какой в этом смысл? Они несовместимы ни с чем, пакеты не поставишь, синхронизироваться они ни с чем не будут, ну, как бы, ну, бессмысленно получается. Так что для чего эти компьютеры остаются? Ну, разве что для игр начала нулевых, вот по большому счету. Ну и как машинка для набора текста. Но каждый раз, когда мне говорят, как машинка для набора текста, я говорю, ребят, ну в принципе для набора текста и может и планшет подойти, скажем. Планшет с клавиатурой это гораздо лучшее решение, чем таскать с собой это вот. Ну кто будет таскать с собой такой тяжелый компьютер? Ну этот еще более-менее, но это прям вот реально тяжелый, тяжелючий. Вот. То есть смысла особого нет. Получается, что тачпэды тех лет тоже они, конечно, особенные. Ну, короче говоря, решения начала нулевых, не самые идеальные. Вот. С другой стороны, разъемов очень много, сетевые разъемы разные есть, даже S-видео есть у них и видеовыход. Ну, прикольно, конечно, но прекрасно понимаю, что в реальности вы пользоваться этим всем не будете. Просто поиграйтесь недельку, может быть, в лучшем случае, поставите, вот, допустим, какую-нибудь игру, скажем, тот же Max Payne, как у меня. И тут разные игры поставил, конечно, но в реальности понимаю, что все это можно сделать и на виртуалке. То есть реального использования для этих машинок толком и нет. Ну, тут, может быть, что-то поковыряться с играми, чуть попрограммировать. И то, все действия вроде программирования и прочего можно легко делать в виртуальной машине с запущенной Windows XP, скажем, той же. Никто нам не запрещает это делать. И это будет работать, в принципе, гораздо лучше. Что еще можно сказать? Ну, дисплей прикольный, у них квадратный такой, да, вот раньше такие были, с таким вот соотношением сторон. Но, как бы, я сначала кайфовал с этого, потом подумал, да и что такого, в принципе, я уже привык к широкоформатам, ничего такого, в принципе, нет. Можно покупать, конечно же, но это, скорее всего, будет как у вас лежать, как в музее. По большому счету, вы пользоваться всем этим не будете. И уже почти все игры адаптированы на разных платформах, в том числе и в Steam, и по современной реалии, даже если они старые. То есть зачастую вы можете найти эту игру и так уже на какой-нибудь платформе. То есть, в принципе, большого смысла нет. Но если очень хочется, то можно. А так, не знаю, смысла не вижу. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, будет много разных видео, в том числе по информационной безопасности. Ну, по ретро у меня иногда такая рубрика есть, но, знаете, она в последнее время у меня не постоянная, скажем так. Я просто говорил иногда про такие девайсы, что они есть. Классная была эпоха, детство это время хорошее, но, пожалуй, что эта эпоха уже закончилась. Спасибо за просмотр и пока.